Привет, крольчата, волчата. С вами топ-1, топ-скилл тут. Так как я на данный момент лучший игрок планеты, самый скилловый по опыту рациональных действий игрок, то мой долг, соответственно, рассказать про все скиллы, требующие для того, чтобы побеждать в бою. Скиллы в игре World of Tanks. Начну с двух веток. Первая — это зона комфорта, и вторая ветка — это управление хаосом. Игру нельзя назвать играбельной из-за двух вещей. Из-за того, что один тик засвета требуется для того, чтобы передать по рации и моментально передать свой контур или дать обнаружить свой контур вражеским танкам. И второе — это то, что можно по этим радиоданным стрелять сквозь деревья точно в цель. Ну и также ты случайно обнаружил себя для светляка и, соответственно, для арты, и арта тебя ваншотит. А светляк даже не хотел себя обнаруживать. Все эти два минуса игры исправляются введением стрельбы только по собственному засвету. Для чего именно, почему именно так должно быть, это отдельное видео. Но все же это стоило сказать для того, чтобы уточнить про первую ветку, ветку скиллов зоны комфорта. Ну, что входит в зону комфорта, это, собственно, сама раздача дискомфорта из нее. Это бэкпедалинг, прочек при бэкпедалинге. То есть, когда ты уезжаешь за укрытие, ты, чтобы еще дать один шот, выглядываешь, как бы тик засвета даешь, чтобы или союзники, если твои союзники живы, передать им по рации или сделать один лишний шот, и чтобы потом из укрытия сделать еще один шот. Но прочек — это такое умение, требует знания карт, ну и, собственно, знания, опыт нахождения в этой механике засвета, которые есть те самые два минуса игры, из которых я считаю нужно убрать из игры. Вторая ветка — это управление хаосом. К ней относится позиционка на миникарте, танкование, уникальное танкование, принятие урона на себя спецом, форвардинг на танке, в тот момент, когда тебя обнаруживают. То есть отказ от бэкпедалинга и вследствие того, что противник ожидает, что ты поедешь назад, ты исполняешь скилл форвардинг, делаешь, возможно, ложные движения, но потом вперед едешь. То есть противник ожидает, что ты поедешь назад, а ты едешь вперед и, соответственно, промахивается по тебе форвардинг. Работает на ИСУ и оправдан на ИСУ, на всяких советских ПТ с большой альфой. Оправдан на них. Вследствие того, что ты через 9 секунд все равно из-за света исчезнешь и кдэшнешься и сделаешь второй шот, соответственно, уже 2000 дамага почти. Вот так форвардинг работает. Ход конем. Это когда условия для выполнения скилла хода конем — это то, что центр, вот есть три направления, да, на картах в игре: левый фланг, центр и правый фланг. Вот два из этих условий — это то, что два из этих направлений заняты или тобой, или командой, или даже три этих направления заняты командой. Ход конем не работает, если вся твоя команда находится в одном направлении. Например, с правого фланга этот ход конем не работает. Вот так. Короче, ваша команда заняла половину, да, и вы делаете ход конем из центра, например, да, в сторону какого-нибудь укрытия на карте. С каждыми патчами много неровностей, кустов, камней понаставляли. Это
очень плюс к выполнению данного скилла. Вот вы выполняете этот скилл, если иллюстрированно показать, то вы делаете по миникарте 3 шага вперед, то есть и один вправо или влево, в зависимости от того, где ваша команда и как ваша команда среагирует на этот ход конем. То есть вы согрите своих, возможно, засветите, прочекаете своих оппонентов, то есть врагов, вражеских танков. И, соответственно, засветите для ваших союзников те танки, и по этим танкам будет наноситься урон. А возможно, даже согрите этих союзников, соответственно, делая ход конем на ваших тяжей, которые, мягко говоря, плохо играют. Есть два вида союзника, это зомби и овощи просто. Зомби, они часто двигаются на миникарте, то есть даже когда вы смотрите на миникарту, то овощ просто стоит на карте, а зомби, он просто подает знаки, дрыгается, точка на миникарте дрыгается егоная, да. Вот ход конем работает в том случае, ну, на овощах он, конечно, тоже работает, они повернут, возможно, повернут башню в сторону того, против кого вы применяете данный скилл, хода конем, да. Но если ваши союзники, с которыми выполняете данный скилл, являются зомбями, то есть они, возможно, даже поедут на этих согряться, то есть это уже идет дальше скилл травля овчарками. То есть вы засвечиваете на любой технике, и вот эти овчарки, в том случае, если они зомби, как бы в своем стиле зомби или овчарок, накидываются на того, кого вы засветили. Зомби или овчарки, они дрыгаются на карте, и это видно, когда вы стоите, занимаете куст. Еще один скилл, относящийся к управлению хаосом, контролю хаоса, это приветствовать Асгард. То есть сделать прецедент для развития боевых событий, то есть обнаружить 3 танка. В случае, если овощи, ваши союзники, то они никак на это не среагируют, то вы просто, возможно, зря обнаружите. Но если вы обнаружите, вы, соответственно, стрельнете. Тут уже играет величина вашего абсолютного скилла, то есть расшейтинг какой у вас. Если у вас стремится к 3 на СТ обнаружение и 60%, 2 обнаружения на ТТ и 2 на одном из ПТ и 60% соответственно на них, то, возможно, у вас опыт рациональных действий выше, и вы при выполнении скилла открыть ворота в Асгард или поприветствовать в Асгард, вы, возможно, попадете. Так, какой прицел выбирать? Я порекомендую выбирать один из двух прицелов. Это L-образный, который как иголкой вы поддеваете танки, засвеченные в режиме прицела или аркадном прицеле. И круглый. Чем отличаются они? L-образный прицел — это такой прицел, он называется еще антиземлеройный. Вы с ним будете реже землю копать, да? А круглый он для того, и из L-образный прицел вы будете, возможно, выцеливать пиксели, а также закидывать снаряды сквозь холмы на таких картах, как Курская дуга, или как она называется. Ну или на всяких редшерах там закидывать за холмы и неровности. А круглый прицел нужен для того, чтобы в динамичных моментах интуитивно стрелять в центр танка или по движущимся целям лучше стрелять с круглым прицелом. Но в игре их поменять нельзя так, что вы будете страдатели от минусов L-образного прицела и от минусов круглого прицела, потому что круглый прицел
Он не позволяет точечно, более подробно выцеливать технику. Круглый он интуитивно воспринимается для пробития и попадания, наведения в танк в критических динамических ситуациях или также по движущимся целям удобнее стрелять с круглым прицелом. А минусы L-образного прицела в том, что вы, возможно, интуитивно неверно воспримете центр от данного прицела и, возможно, стрельнете по гуслям, например, ниже корпуса, даже в корпус не попадете. Так как при стрельбе издали на неожиданно появляющиеся в засвете танки и исчезающиеся, вы тратите мало времени на прицеливание и осознание того, что центр L-образного прицела находится наверху, а не в центре, и поэтому можете промазать. Вот такие плюсы и минусы данных прицелов. При том и том вы будете жалеть, что не поставили L-образный прицел, или при L-образном прицеле будете жалеть, что не поставили круглый прицел. Вот так. От стиля игры выбирайте себе, какой ставить, или просто всегда воспринимайте в виду, что L-образный прицел центр вверху. Данного прицела центр вверху находится. Ну а круглый, с ним сложно выцеливать пиксели и закидывать, не очень точечное выцеливание, не очень подробное. Так, я еще забыл рассказать, как раздается раздача дискомфорта. Давайте позже вернемся про эти бэкпедлинг, про чек при бэкпедлинге. Все, к первой ветке позже вернемся. Вторую доскажу скиллы, которые входят во вторую ветку управления хаосом. Так, форвардинг я сказал. Ход конем, травля овчарками я сказал. Даже дальше позиционка на миникарте какой должна быть. Всегда стремитесь выставлять танки союзников или себя так, чтобы вся половина была занята. Все три направления были заняты вашими противниками. В данном случае скиллы ход конем и травля овчарками имеют большую вероятность для срабатывания, так как при одном направлении смысла даже нет выполнять эти скиллы травля овчарками и ход конем. Так вот, всегда на миникарте пытайтесь образовывать клешню, которая будет сжимать танки. Если вы видите, что ваши противники образуют клешню, то быстро ломайте эту клешню, собственно, играйте со счетом. Дальше скилл идет. Это игра со счетом, то есть потенциал для выполнения трипл киллов, тоже скилл из управления хаосом. Трипл килл больше вероятно возможен для колесниц молотов, то есть для танков, которые высокий ДПМ за счет тарана могут нанести. Вот трипл килл в логе боя. Трипл килл в логе боя он достигается после только с использованием первой ветки, то есть раздачи дискомфорта, то есть раздамаживание танков из зоны комфорта. Так вот, трипл килл важен при игре со счетом. То есть вы быстро переманиваете счет на свою, в пользу свою быстро за счет делания трипл килла, а то и 4 килла в логе боя. Так вот, это колесницы молоты, это те танки, которые имеют вес от 40 тонн и скорость от 40. Ну и желательно установить на такие танки перк мастер тараны, возможно, подбой. Но подбой устанавливать это только для аскарей взводов, аскарей платунс или взводы дикой охоты, то есть это взводы, которые состоят из игроков с абсолютным скиллом, то есть с абсолютным рашейтингом на 10 уровнях. То есть, как я говорю, 3 обнаружены на СТ, 60%, 2 обнаружены на ТТ, 2 на ПТ и 60% на них.
Короче, смысл абсолютного скилла, рашрейтинга. То есть, если у тебя нет рашрейтинга, если у тебя нет обнаружения за бой, ты не можешь обнаружить танки, с тобой нет смысла играть. Ты не обнаруживаешь танки. Ты не обнаруживаешь танк, соответственно, дамага по нему не наносится. Скажу так, просто и без всяких там углублений в эту неинтуитивную механику засвета. Просто скажу просто так. Ты не обнаруживаешь танк, дамага твоими союзниками или твоими совзводными не наносится. Вот. Вот весь смысл этого рашрейтинга. Также рашрейтинг дает опыт рациональных действий, опыт рационального раздачи дамага, да, рационального поворота башни именно в ту сторону, которую требуется для того, чтобы нанести максимально возможный дамаг, то есть зарядить фугас в нужное время, да, чтобы... То есть опыт рациональных действий, понимаете? Вот если у вас рашрейтинга нету, если у вас опыта обнаружения, прочека танков нету, опыта низкой выживаемости нету, то есть низкая выживаемость тоже входит в рашрейтинг. Есть сложные рашрейтинги, какие-то непонятные у некоторых игроков, то есть 2,5 обнаруженные все, то есть 2000 каких-то непонятных дамага и выживаемость 50%, да? Ну, соответственно, 60 плюс какие-то там проценты. Иногда это объясняется тем, что много взводных медалей на 1000 боев у игрока, да, вот. На 1000 боев, если, например, 15 взводных медалей, то есть это точно взводный игрок. Он, то есть, без взвода в рандом не выходит. И вот я не понимаю, как они так набивают 2 обнаруженного. Я играл с ним, они реально тупят. Просто встают наполовину, они не оттанковывают, не отыгрывают свою роль для совзводных своих. Я реально видел, как они тупят и стоят. Нет, не загусленные, они просто стоят. Дальше не едут за половину. Конечно, это можно объяснить тем, что такая механика засвета, она неудобная для того, чтобы ехать вперед, как бы, да. Кроны деревьев тебя не защищают от наносимого дамага. Более того, кроны деревьев, они обнаруживают, дают контур твой видеть врагам, как и ты видишь свой контур врагов сквозь деревья, да, если тебе передают по рации. Но это все про первую ветку, зона дискомфорта, зона комфорта. Дальше. Какие еще скиллы есть? Короче, опыт рациональных действий, рашрейтинг, да? Вот если ты злоупотребляешь этой зоной дискомфорта, да, зоной комфорта, то есть часто пользуешься, и вот эти все ветки взаимооскверняются. И для того, чтобы побеждать, нужно найти баланс управления вот это. Вначале, чтобы побеждать, быть топ-1, лучшим игроком планеты, нужно найти баланс между этой, как я, да, на данный момент я самый лучший игрок планеты. Надо найти именно баланс, чтобы использовать скиллы и стой на все 15 минут боя или 10 минут в случае штурмов и встречек. Нужно найти баланс такой, чтобы брать из 2 веток понемногу и использовать гармонично на развитие боя, как бы, да. Но тебе еще это должно нравиться, тебе это не должно надоесть. Можно, конечно, по 2 боя в день отыгрывать, чтобы x2 типа снимать, да, у тебя там показатели всяких рейтингов неинформативных будут, которые не показывают стиль игры, просто будут высокими. Ну так вот, у кого-то на все вот эти таланты, вот эти скиллы, на все хватит, да. Они все будут использовать в бою. Кто-то, например, швед там, кто-то татарин, у кого-то глаза голубые, кто-то ариец, кто-то полукровка там, да. Это все зависит от оперативной памяти, так что увеличивайте свою оперативную память. Вот у шведов они
очень оперативная память высокая, они полностью управляют хаосом этим и применяют также из первой ветки скиллы. Кто-то злоупотребляет, у них, соответственно, расшейтинга нету, и, соответственно, при злоупотреблении первой веткой, вторая ветка оскверняется, да, и у вас притупление начинается, вы реакция, все время себя в реакции не держите. И также при игре на абсолютном скилле, то есть абсолютный скилл это игра с игнорированием вот этих двух минусов игры, стрельбой сквозь деревья. Их правил исчезновения из-за света, то, что тебе нужно 9 секунд постоять, чтобы исчезнуть, или 10. Также моментальное вот это обнаружение для танков, которые видят тебя в контуре, как куда ты едешь. Преимущество стоящих танков над теми танками, которые все вот эти что-то предпринимают, что-то делают, куда-то едут. Вот неоправданное вот это преимущество портит всю игру. Ну, как я сказал уже, как это легко исправить, это введение стрельбы только по собственному засвету. Как будут играть всякие техники, например, как Gun Carrier, ПТ британская Шторм или ИСУ всякие. Ну, они просто будут на 600 метров стрелять и все. Они будут бонус временный получать, но они не будут видеть сквозь деревья. Они сами будут вот в этих деревьях прятаться и стрелять просто, и альфу раздавать. Я не вижу проблем просто. Нужно просто сделать так, и игра будет играбельной, и комьюнити не будет таким гнилым, каким оно является сейчас. Даю просто 100%. Это будет правило за геймплей, стрельба по собственному засвету. Будет комьюнити само придет в эту игру, и не надо будет там всякие конкурсы за голду, там вот эти заманивать игроков конкурсами на голду, там всякие раздачи голды непонятными. Сейчас же скиллом является то, что, например, у тебя большой опыт, да. А никто не говорит о том, что если ты с премом играешь, у тебя больше опыта отображается в статистике, да. Именно в статистике танков, да. В статистике танков 1000. Если у тебя 1000 средний, значит ты определенно играешь с премом. Ну или если без према нужно так играть, чтобы именно отбалансировать вот эти пользования ветками первые зоны комфорта и управление хаосом, и так отбалансировать, чтобы, то есть для максимального получения опыта и побед в игре. Но опять же, если твоей команде овощи, то есть против них никакие скиллы не применяются, да. Но это проблема игры, почему они овощи, потому что они предпочитают быть овощами, даже не разбираться, они даже не разбираются, как это все работает. Если будет стрельба только по собственному засвету, да, вот эти два минуса мгновенной передачи по рации исчезнут, овощей просто не будет, просто это будет значит, что он просто АФКшный. Они будут играть именно. Их никто не будет расстреливать сквозь деревья. Это будет более интуитивнее, если еще уберут стрельбу сквозь деревья точно в цель и моментальное обнаружение для арты. А еще укол при установлении клешни. Если клешня ваша на миникарте собрана, да, то вы можете смело делать уколы, то есть обнаруживая танки, да. Обнаруживая танки и, соответственно, из всех трех направлений тот, кто их обнаружит, будет уже стрелять, как бы уничтожать. Я забыл сказать, как раздавать именно дискомфорт, как удобнее раздавать дискомфорт. У вас на миникарте включена указка, да? Вы наводитесь по миникарте, делается это на миникарте на точку обнаруженную, на точку обнаруженного противника. Делается это для того, что танки то появляются, то исчезают, они вам неудобно. Они в вашем снайперском прицеле, они точки появления не умещаются, вы должны как бы наводиться в аркадном режиме, да, и поэтому вам проще
сначала навестись в аркадном режиме по, соответственно, меню-указке. Потом переходите с аркадного в режим прицела и делаете более корректное наведение на цель. Также вы смотрите, кто... Вы тоже наводитесь в режиме прицеля на союзника, который вот-вот засветит, который тоже движется на миникарте, делает какие-либо движения, то есть является зомби или овчаркой, а не овощем. Конечно, если он овощем является, вы тоже на него наведитесь, и вам более интуитивно будет ясно, откуда, возможно, появится противник. Соответственно, наводитесь на него. В миникарте побольше делайте, чтобы именно взаимодействовать с миникартой и прицелом. Так, это проще сначала в аркадном режиме и с указкой. Вот так делается. Все, рассказал про раздачу дискомфорта, которая из первой ветки, которую вы тоже используете для того, чтобы побеждать, быть топ-1 в команде. Ну и в мире, таким как я сейчас являюсь, у меня абсолютный рашрейтинг, абсолютное понимание игры. Дальше какие скиллы, возможно, из второй ветки еще вспомню. Вот, короче, вы стремитесь стать лучше, да, вы увеличиваете свой скилл, да. Вы перестанете совершенствоваться только тогда, когда вы сможете наносить весь урон, возможный для нанесения в бою. То есть вы уже станете абсолютно лучшим игроком в World of Tanks. Когда вы научитесь наносить 12-15 тысяч там каждый первый бой, то есть вы уже можете, не знаю, богом становиться, ну или начинать там какие-то вещи выполнять, которые боги выполняют. Дальше. Также во взводе, соответственно, вот этот максимальный урон, возможный для нанесения в твоей команде, он чаще будет выполняться, да? И еще чаще будет выполняться, если ваш взвод состоит из абсолютных скиллов, то есть игроков с абсолютным рашрейтингом. 3 обнаружены на СТ, 2 на ТТ и 2 на ПТ. И 60% плюс на них. То есть это и выживаемость минус 40 от меньше 40%. То есть это показывает, что у вас опыт рациональных действий и 1000 боев желательно. Потому что 1000 боев это показывает, что вы закаленность в ваших боях, боевыми трансами, да. То есть боевой транс это и есть абсолютный скилл, то есть игнорирование вот этих правил неинтуитивных механики засвета и исчезновения через 9 секунд. Так вот, повышайте рашрейтинг. Что еще там забыл сказать из ветки скиллов? Там, создавайте свои кланы. Пытайтесь создать свой клан именно из абсолютных скиллов. Если у вас абсолютный рашрейтинг, то вам нет смысла абсолютно вступать там в кланы, где командиры это просто овощи, которые просто крутят башнями, у которых на СТ обнаружено 1.5. То есть вы хотите, что вы абсолютные скиллы, да, у вас абсолютный рашрейтинг. Вы хотите, чтобы вы такие игроки с 1.5 обнаруженной СТ вами командовали, вы чего хотите от этой игры? Но если вы, конечно, хотите зарабатывать, да, вот говорят, не смейтесь над глупыми, да, зарабатывайте. Вот это лозунг на данный момент варгейминга. Но в эту игру можно играть, и я вам проливаю свет на ваши глаза. Как именно это делать? Нужно, чтобы у вас был абсолютный рашрейтинг, то есть абсолютный скилл. Вы должны объединяться в взвода и наносить максимальный возможный урон. Вы думаете, всякие ВН8, эти неинформативные рейтинги работают? Да на турнирах, поверьте, крутить башни это несложно, да? И стрелять по точке это несложно. Главное знать скиллы, то есть быть абсолютным скиллом, иметь абсолютный рашрейтинг, иметь абсолютный опыт рациональных действий. Вот вы на турнирах, вы что думаете?
будет выигрывать тот, у кого есть на вот этих международных в киберспорте, будет выигрывать тот, у кого есть абсолютный расшейтинг, абсолютный скилл в этой игре. То, что сейчас там ВН8 популярны, но это просто... Я ж не буду говорить, что нужно для роста. Нужно стрелять голдой, там нужно перезаряжаться быстрее. Сейчас донат решает. Если ты донатишь или каким-то образом тебе ВГ помогает, но это то же самое, что и ты и донатишь, то есть и за счет этого типа у тебя есть скилл. А вот то, что я сейчас рассказал, все эти управления хаосом позволяет играть без голды совершенно. Так что еще раз говорю, повышайте расшейтинг, все эти ВН8 неинформативные, можете выбросить их. И просто делать настоящие вещи в боях. То есть наносить весь возможный урон. Вот весь смысл этого, в чем я рассказывал, проливал свет вам сейчас только что. Ну, в общем, еще раз скажу, повышайте расшейтинг, что не будьте Олежками, Омешками, ну, удачи. Ну и пишите там, какие скиллы вы знаете, над каким скиллом вы сейчас в данный момент работаете. Может, над скиллом, например, пробития Е100 в лоб голдой, может, такой скилл, или например, какой еще скилл, даже не знаю. Скилл повернуть башню быстро, да, стрельнуть с аркадным прицелом и попасть. То есть, может, вы задержку такую используете, вы стреляете так наперед, что вы нашли этот интервал, может, что стреляете с вертушки именно гарантированно попадая, смотря на пинг, например, да, например, если у вас 70 пинг, то вы стреляете с упреждением там 20 пикселей на экране, да, вот, не знаю, пишите свои скиллы там, над какой уровень вашего экспириенса, также пишите. Вот, и удачи, короче, всем.